Здравствуйте, дорогие друзья! Как снять стресс за 16 секунд? Бешеный ритм жизни, пандемия, глобальное потепление и многое другое дают нам стресс. Многие испытывают его ежедневно или постоянно находятся в состоянии напряжения, а сражаться с ним не умеют. Стресс, в общем, реакция организма на раздражители. Реакция разная и выражается в эмоциональных и физических изменениях. Сила реакции, конечно, индивидуальна. Для одних стрессовой является ситуация, в которой приходится общаться с другими людьми, выступать на презентации, например, а для других общение не вызывает переживаний, но при этом стресс может быть вызван даже поездкой в метро или за рулем. Часто стресс возникает на фоне переживаний за здоровье, судьбу близких, учебу и поведение детей. Некоторые боятся неизвестности и необходимости ждать, пока разрешится какая-то ситуация. Стресс часто связан с работой или учебой, экзаменами или решениями бизнес-задач. Что бы ни было причиной, стресс влияет на организм и здоровье. Со стрессом могут обостриться хронические болезни, диабет, проблемы с сердцем, повышенное давление, депрессия или тревожность или другие расстройства. В очень редких случаях возможна внезапная смерть даже, связанная, например, с синдромом разбитого сердца, сердечной патологией, которая развивается на фоне сильных переживаний. Хронический стресс ухудшает иммунитет, при стрессе люди болеют чаще. Появления стресса могут быть не только физическими, но и эмоциональными. Это подавленность, раздражительность, апатия, сложности с концентрацией, вниманием и памятью. Может измениться поведение, человек может увлечься даже алкоголем. Стресс медицинским диагнозом не является. Не всегда удается справиться со стрессом самостоятельно. Иногда требуется помощь специалиста. Среди методов, которые предлагает официальная медицина, это психотерапия, а также медикаментозная поддержка для снятия тревожности. Снять стресс всего за 16 секунд – это реально, говорят психологи и доктора. Для этого достаточно дышать по квадрату, эту технику просто освоить. Она пригодится, чтобы обрести спокойствие во многих ситуациях. В этом случае не надо считать вдохи, выдохи и запоминать целую кучу вариантов. Достаточно представить себе квадрат и дышать глубоко, делая паузы между вдохом и выдохом. Упражнение можно делать в любое время и в любом месте. Оно не займет много времени и поможет быстро расслабиться и понизить уровень тревожности. Как дышать по квадрату? Сделайте глубокий вдох 4 секунды, задержите дыхание 4 секунды, выдыхайте 4 секунды, задержите дыхание также 4 секунды. Продолжительность каждого этапа может быть чуть больше и чуть меньше 3-6 секунд. Чтобы дышать по квадрату было легче, мысленно представьте себе квадрат или найдите что-то прямоугольное. Двигайтесь по часовой стрелке от угла к углу по той же схеме. Вот как на превьюшке. Вдох в левом верхнем углу 4 секунды, задержка дыхания в верхнем правом углу 4 секунды, выдох в нижнем правом углу 4 секунды, задержка дыхания в нижнем левом углу 4 секунды. Вы почувствуете облегчение уже после одного такого цикла, но при необходимости квадраты можно повторить столько, сколько нужно. Делайте так, как вам удобно. Вы можете стоять, сидеть, лежать, и глаза могут быть открыты или закрыты. Дыхание по квадрату помогает не только здесь и сейчас, но и улучшает здоровье в перспективе. Глубокое, медленное дыхание затрагивает парасимпатическую нервную систему. Это такая педаль тормоза внутренняя в организме, которая помогает организму успокоиться. Если мы дышим глубоко и свободно, то организм действительно расслабляется. Дыхание по квадрату обладает полезными свойствами, снижает стресс, уменьшает тревожность, улучшает качество сна, помогает сконцентрироваться, улучшает память, борется с перепадами настроения, снижает кровяное давление. Подводя итоги, скажу, что стоит время от времени дышать по квадрату. Эта пауза в течение дня будет такой
перезагрузкой, которая окажется полезной. Однако нужно помнить, что людям, имеющим проблемы с дыханием, хроническими заболеваниями не только, надо консультироваться с врачом-специалистом. Мы представляем данную методику как общеобразовательные полезные знания для общего развития. На сегодня все. Берегите себя. Все будет только хорошо.